Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем штурмовать Objective IELTS. И у нас юнит 2, Healthy Diet, здоровая диета. Короче, все о еде. Итак, второе. Нам, как всегда, нужно прослушать и заполнить пробелы no more than 2 words or a number. Значит, не более 2 слов в пробеле должно быть. Ну что ж, посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, для начала я прочту, разберусь, о чем идет речь, дабы мне было легче слушать. Итак, websites about food. Веб-сайты о еде. The history of rice. История риса. Rice first grown. Впервые рис выращивался. Здесь коротко записано, но тем не менее, впервые выращен, если дословно. Вот это grown, это выращен. И далее там чего-то years ago, сколько-то лет назад. Ага, значит, здесь, возможно, у меня будет какое-то число, здесь будет number. Далее, amount of rice produced every year. Количество или объем риса, производимый каждый год, ну, выращиваемый, естественно. Amount of rice, объем. И далее over, чего-то там chance, более, вот это over, это более, сколько-то тонн. Ага, значит, здесь тоже будет number, хорошо. Далее, number of calories in one serving of rice. Количество калорий в одной порции риса. Serving of rice – это порция риса. И далее там чего-то calories. Ага, значит, здесь тоже будет number. Хорошо, смотрим дальше. 3 things you can make from rice. 3 вещи, которые вы можете сделать из риса. Drinks, glue and чего-то там. Напитки, клей и еще там чего-то. Значит, тут, ну, по-видимому, something. Здесь теоретически может быть все, что хотите. Значит, далее второй сайт, я так понимаю. Yokohama Noodle Museum. Музей макарон в Йокогаме. Date Museum opened. Дата открытия музея. Ага, здесь будет date какой-то. Хорошо. Далее, day museum closed. День, когда музей закрыт. Не закрылся, а закрыт. То есть это просто день недели, по-видимому. Но это такая моя гипотеза, это не факт, конечно, но я так предполагаю сейчас. Далее, souvenir shop. Сувенирный магазин, значит, дальше он на каком-то этаже. Значит, здесь у меня порядковый номер. Опять у меня number здесь будет. Здесь 1, 2, 3, возможно, ground floor, возможно, top floor, что-то такое. Далее, old, старый, shown on TV, показан по телевизору. Здесь непонятно что, возможно, все что угодно. Далее, number of noodle shops in the theme park. Значит, количество магазинов лапши, или, ну да, пожалуй, лапши, в тематическом парке. Ага, здесь number of noodle shops. Ключевое слово number, поэтому там тоже, по-видимому, будет какая-то цифра. Далее, journey time by train from Tokyo. Время поездки, короче говоря, сколько ехать поездом от Токио. Journey time. То есть здесь опять будет какое-то number. Возможно, количество часов, возможно, количество минут, возможно, что-то такое. Но в любом случае это будет время. Ну а теперь попробуем послушать и понять, о чем же шла речь. Today on the food program, I'm going to be telling you about 2 interesting websites which give you information about 2 very important foods, rice and noodles. First of all, let's look at the PageWise website. Здесь обратите внимание, он говорит give you information about 2 very important foods. Здесь слово food во множественном числе. Да, это не касается нашего аудирования, но тем не менее. Дело в том, что food в английском языке это продукты питания в самом общем смысле слова. Поэтому вот это продукты питания. И, естественно, продукты питания иногда могут быть во множественном числе. То есть еда, как неисчисляемая, естественно, не бывает foods. Но когда речь идет о продуктах питания, тем более разновидности продуктов питания, это может быть множественное число. Сейчас я узнаю массу всего интересного о рисе. Но в пробелы
Мне нужно вписывать числа, поэтому я очень внимательно слушаю все те места, где будут числа. This site will tell you all about the history of rice, about the rice harvest, the different types of rice, how to cook it, and what else you can do with it. For example, did you know that rice belongs to the grass family and was first grown about 5,000 years ago in India? It was introduced into Europe about 700 years ago and arrived in the USA in 1726. Nowadays, more than 550 million tons is produced around the world each year, 92% of that being produced in Asia. Rice is the staple food for the majority of the world's population. Значит, здесь прозвучала очень хорошая фраза «staple food». Когда мы встречаем вот такое, да, это тоже не касается моего аудирования, но тем не менее. Когда говорится staple food, это основной продукт питания. Едем дальше. That is, far more meals are based on rice than on anything else. Вот здесь тоже очень хорошая была фраза «Far more meals are based on rice than on anything else». Намного больше блюд базируются на рисе или основаны на рисе, чем на чем-либо другом. It is naturally fat and sodium-free, and one serving has only 103 calories, so it's very good for you. Interestingly, although rice isn't as rich in vitamin C as the potato, for example, it is less fattening. Вот здесь прозвучало «Rice isn't as rich in vitamin C». Vitamin C – это витамин С по-нашему. Далее «less fattening». Если у меня вот такое, это значит, от него меньше насыщаешься жирами, если дословно. Короче, в нем меньше жиров. Now, I always find rice difficult to cook, but the best way, apparently, is to keep the lid on the pan when you boil it. This will keep the steam in. To keep the lid on the pan when you boil it. Закрывать кастрюлю крышкой, когда вы его варите. Это тоже не суть важно, не относится никак к моему аудированию, но все же. Опять же, this will keep steam in. Это будет держать пар внутри кастрюли. And produce perfect rice every time. One interesting thing to note is that European and American rice, which is grown in dry fields, absorbs a lot more water than Asian rice, which is grown in flooded fields. Now, other things you can do with rice besides eat it. You can make drinks from it, glue to stick paper together with, and also you can make clothes from it. Moving on now to the Japanese food page. There you can find out about the history of the noodle at the Yokohama Noodle Museum site. Noodles can be made from rice or wheat and are the fast food of Japan. Вот здесь очень интересная фраза тоже. Noodles can be made of rice or wheat. Ну, rice, допустим, мы все слышим, что это такое. Rice, ясно, что это рис. Что такое wheat? Wheat, оно пишется вот так, это пшеница. Это, собственно говоря, из чего обычно макароны делаются у нас. И далее fast food of Japan. Fast food Японии. There are more noodle shops in Japan than any other kind of restaurant. According to this website, noodles make one of the quickest and least expensive meals, much quicker than a rice dish, for example. The museum, which opened in March 1994, sounds like it's well worth a visit if you go to Japan. It's more than just an ordinary museum, it's part theme park and part restaurant. And it stays open later than most museums, from 11 a.m. to 11 p.m., with the last admission being 10 p.m. Вот здесь очень интересная фраза. It's part theme park. Вот так оно пишется. In part restaurant. Это частично тематический парк и частично ресторан. Вот это part, в данном случае это наречие. Part. Иногда говорят еще partly. Есть и такое. Но part намного чаще употребляемо и намного привычнее. The museum is open every day except for Tuesday, with Sunday being the busiest day and Thursday being the least busy. The first floor of the museum has a souvenir shop, and you can buy noodle-related objects online as well. It sells bowls for eating noodles out of, equipment for making noodles, even curtains with pictures of noodles on them. There are empty noodle packets on the walls for decoration,
and overhead TVs show adverts for noodles from the past 25 years. You can see a display showing how noodles are made, and also one giving the history of the noodle. On 2 underground levels, there is a historical theme park with shops, houses and restaurants from the year 1958. There are also 8 different noodle shops serving 10 different types of noodle. If you want to go, you can get there by train. The museum is only a 3-minute walk from JR Shin Yokohama railway station. Shin Yokohama is about 45 minutes from Tokyo. On the program next week, we'll be talking about the... Вот такое вот аудирование. Ссылка на mp3 файл будет стоять в описании видео, поэтому можно будет скачать и проверить, правильно ли я здесь все это понарисовывала. В любом случае, как видите, очень много дополнительной информации дается, и, возможно, для людей это немножечко сбивает с толку, потому что, зачем это все, если меня интересуют какие-то элементарные вещи. Но в этом-то и вся суть аудирования в IELTS, и, в принципе, в TOEFL то же самое. То есть масса всего, и здесь главное усечь, чего важно. Поэтому для того, чтобы усечь вот это важно, нужно перед тем, как слушать, перечитать вот этот бланк ответа, хорошенько разобраться, что где ставится, и что от меня ожидают, будем так говорить. И тогда будет намного легче. Потому что, допустим, все было более-менее очевидно. Единственное, в 8-м там не прямо в лоб, как говорится, говорилось о старой рекламе, старые рекламные ролики на телевидении. Там оно было немножко завуалировано. А все остальное, как говорится, невозможно промазать. Возможно, сбило с толку кого-то 10-е, потому что там сначала было 3 minutes walk from the station, то есть 3 минуты ходьбы от вокзала, а потом немножко позже было 45 minutes train или 45 minutes journey, что-то в этом роде. В любом случае, 2 цифры, и поэтому, возможно, это было немного confusing, скажем так. И ссылка на скриншот всей этой страницы будет стоять в описании видео, равно как и ссылка на mp3 файл. Можно будет его, опять же, скачать и послушать, что да как. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.